Всем привет! Добро пожаловать на канал про инвестиции. В сегодняшнем обзоре будет разбор компаний, которые относятся к сектору товаров первой необходимости. Это компании Procter & Gamble и Kimberly-Clark. Давайте поподробнее остановимся на этих двух компаниях, сравним их между собой, сравним с отраслью, сделаем выводы, проведем анализ, определим справедливую стоимость и обо всем по порядку поговорим. Давайте теперь посмотрим на секторы, которые относятся к индексу S&P 500. Всего их 11 штук. Это нефть и газ, сырьевой сектор, промышленный сектор, потребительские товары первой необходимости, потребительские товары вторичной необходимости, здравоохранение, финансовый сектор, информационные технологии, коммуникационные услуги, энергетика и недвижимость. Давайте подробнее остановимся на данном секторе. Сектор потребительских товаров первой необходимости в общем портфеле сектора занимает 6%. В моем же портфеле доля сектора 8%. Я приобрел две компании, которые относятся к данному сектору. Это British American Tobacco и Tyson Foods. Но об этих компаниях я как-нибудь поговорю в следующих роликах. Посмотрим на сектор потребительских товаров и какие промышленные группы относятся к данному сектору. Это розничная торговля продуктами питания, еда, напитки и табак и товары для дома и личного пользования. Поподробнее ознакомиться с всеми секторами и подгруппами, которые входят в тот или иной сектор, я оставлю ссылки под описанием к данному ролику. Давайте посмотрим на то, чем же все-таки примечательный сектор потребительских товаров первой необходимости и сравним его с бенчмарком, то есть с индексом S&P 500, с неким эталоном. Как видно из диаграммы, компании обладают низкой доходностью акций, хайк бета находится на минимальных значениях. Это говорит о том, что компании не столько растут, сколько приносят своим акционерам дивиденды. Об этом же мы и говорим, о том, что компания обладает низкой волатильностью, то есть это защитная все-таки отрасль, потому что товары являются первыми необходимыми для жизни человека. И отличает еще данный сектор это компании с малой капитализацией. Давайте посмотрим на то, как развивался сектор потребительских товаров первой необходимости за 2020 год. Он показал рост на 10%. Это неплохой показатель. Наивысший показатель по росту показал сектор IT. Наименьший показатель по росту, а точнее даже убыток по котировкам, показал сектор нефти и газа. 50-ю строчку занимает компания Procter & Gamble в рейтинге Fortune 500. Рейтинг Fortune 500 ежегодно обновляет свои рейтинги и вносит в свои рейтинги те компании, которые показывают наибольшую выручку за год. Что хотелось бы отметить по компании Procter & Gamble, это то, что компания на протяжении более 64 лет подряд увеличивает свои дивидендные выплаты. Компания Procter & Gamble это глобальный лидер в быстро развивающейся индустрии потребительских товаров. Продукты компании продаются более чем в 180 странах по всему миру. Это средства по домашнему уходу, детскому и женскому уходу, семейному уходу и предприятию, здравоохранение, красота и уход. Как видно по данному слайду, компания Procter & Gamble довольно-таки диверсифицирована, предоставляет свои продукты различным покупателям, и так или иначе мы все сталкивались с продукцией данной фирмы. Касаемо компании Kimberly-Clark, она занимает 175-ю строчку в рейтинге Fortune 500. Компания Kimberly-Clark это глобальная компания, которая стремится стать мировым лидером в производстве предметов первой необходимости. Компания в основном занимается производством и маркетингом широкого спектра продуктов, в основном из натуральных или синтетических волокон с использованием передовых технологий в волокнах, нетканных материалах и впитывающих способностей. Давайте теперь поподробнее сравним данные две компании между собой, а также с отраслью, в которой они торгуются. В настоящее время Procter & Gamble имеет капитализацию порядка 312 миллиардов долларов, а компания Kimberly-Clark занимает 5-ю строчку, и ее капитализация чуть менее 45 миллиардов, то есть на 7 раз меньше компании Kimberly-Clark по капитализации. Давайте посмотрим на мультипликаторы. Основной стоимостной мультипликатор P на E у Kimberly-Clark меньше. По формульному значению P на E также у Kimberly-Clark он меньше, равен 16. Но и у Procter & Gamble он не такой уж и большой, примерно средний по отрасли. Мультипликатор P на S в данном контексте Kimberly-Clark имеет преимущество, но это сравнимо с тем, что компания обладает малой капитализацией. За 2 и 3 года Kimberly-Clark своей выручкой покрывает капитализацию, в то время как Procter & Gamble покрывает свою капитализацию чуть более чем за 4 года.
данный мультипликатор примерно, можно сказать, одинаковый по средней по отрасли. По мультипликатору Price to Book в этом отношении Procter & Gamble имеет преимущество. По бухгалтерскому балансу компания Procter & Gamble стоит $7, в то время как Kimberly-Clark $134. По свободному денежному потоку примерно он одинаковый у данных компаний. По дивидендным выплатам 2,48% дивидендов платит компания Procter & Gamble, 3,45% компания Kimberly-Clark. По рентабельности активов довольно-таки на хорошем уровне у обоих компаний. По рентабельности собственного капитала у Procter & Gamble 29%, у Kimberly-Clark прочерк стоит. То есть здесь идет снижение акционерного капитала, из-за этого идет отрицательное значение. Но об этом мы поговорим чуть позже. Также по долговой нагрузке среднесрочной и долгосрочной у Procter & Gamble она в приемлемых значениях находится. Это примерно 0,5 от собственного капитала. По Kimberly-Clark данный показатель завышенный, и исторически она увеличивает свою долговую нагрузку. Давайте теперь посмотрим на динамические показатели развития бизнеса. По компании Procter & Gamble мы видим чистую маржинальность в районе 19%. Это хороший показатель. Также рентабельность актива, рентабельность собственного капитала довольно-таки на высоком уровне. Рост прибыли за предыдущие 3 года составил 4% из года в год, по параметру прибыли на акцию на 10% из года в год. Но несмотря на трехлетний рост и увеличение выручки, мы видим динамическое снижение с 2009 года этих параметров и прибыли, и выручки. По долговой нагрузке компания держит ее примерно на одном уровне, это 0,5-0,65% от собственного капитала. По операционному денежному потоку и свободному денежному потоку мы видим динамический рост за предыдущие 10 лет. Касаемо квартальных показателей, мы видим также рост и по выручке, и по прибыли, как было упомянуто ранее. За предыдущие 3 года компания в среднем на 4% увеличивает свои параметры. По долговой нагрузке с 2018 года мы видим динамическое снижение. Это является довольно-таки положительным знаком. Ну и по операционному денежному потоку со свободным денежным потоком мы видим здесь увеличение данных параметров. Давайте посмотрим на историческое значение мультипликатора P на E. В настоящее время он равен 24, то есть прибылью компания окупает себя за 24 года. Данный мультипликатор в контексте среднего значения за 10 лет, который равен 21, несколько выше. По параметру Price to Book в настоящее время он равен 7, среднее значение за 10 лет 3,62, то есть компания в 2 раза торгуется дороже по отношению к своей балансовой стоимости. А теперь давайте посмотрим на динамические параметры финансовых потоков компании Kimberly-Clark. Долговую нагрузку мы видим существенную, больше капитала в 13 раз. По маржинальности чуть меньше она, чем у Procter & Gamble, она равна 12. По росту прибыли на 3%, все-таки ниже рост прибыли, и по росту выручки также ниже. Теперь давайте посмотрим на показатели Kimberly-Clark по финансовым потокам за предыдущие года, динамику этих показателей. Долговая нагрузка растет, прибыль и выручка находятся в боковом движении, также и как свободный денежный поток и операционный денежный поток. Квартальные показатели прибыли и выручки также находятся в боковом движении с 2018 года, то есть за предыдущие 3 года компания не столько увеличила свои финансовые потоки, а оставила их на прежнем уровне. Это и долговая нагрузка в том числе. Давайте теперь посмотрим на мультипликатор P на E компании Kimberly-Clark. Он равен 19, средняя по отрасли 20, то есть компания по данному мультипликатору находится в справедливой стоимости. По мультипликатору Price to Book он несколько завышен своей средней медианы. Давайте теперь посмотрим на обратный выкуп или доп. Эмиссию. Обе компании в настоящее время и исторически придерживаются политики обратного выкупа акций. По активам обоих компаний мы видим динамическое снижение данного показателя. По обязательствам мы видим рост по обоим компаниям. И по акционерному капиталу в итоге мы видим по двум компаниям динамическое снижение. По чистой маржинальности мы видим рост по обоим компаниям. По долговой нагрузке мы видим, что у компании Kimberly-Clark идет наращивание долговой нагрузки. По компании Procter & Gamble она находится в боковом движении. По рентабельности собственного капитала по компании Procter & Gamble мы видим рост, по компании Kimberly-Clark мы видим снижение, как и снижение акционерного капитала. Теперь давайте посмотрим на дивидендную доходность. В настоящее время Procter & Gamble выплачивает див-доходность в районе 2,5%. 55% от прибыли направляет на выплату дивидендов. За последние 5 лет более чем 3% ежегодно наращивает дивидендные выплаты. И дивидендные выплаты наращивает уже на протяжении 64 лет. По компании
Kimberly-Clark див-доходность чуть более 3%, процент прибыли на выплату дивидендов 58%. За последние 5 лет на 4% из года в год наращивают свои дивиденды выплаты. И 48 лет уже увеличивают свои дивидендные выплаты подряд. Ей осталось 2 года для получения статуса дивидендного короля. Вы можете посмотреть, насколько компании увеличивают свои дивидендные выплаты на горизонте 3, 5 и 10 лет. Теперь давайте посмотрим на динамику роста акций, если бы мы вложились в эти компании в 1995 году, то есть 25 лет назад. По компании Kimberly-Clark мы видим 9% рост с учетом реинвестирования дивидендов, а по компании Procter & Gamble мы видим почти 11% рост с учетом реинвестирования дивидендов. То есть на 2% компания Procter & Gamble выглядит лучше. Это также и касается параметра без учета реинвестирования дивидендов. То есть, как видно по данному слайду, компания Procter & Gamble более ростовая, с тем фактом, что она платит меньше дивидендов. Обратим внимание на прогнозы компании на будущий период. По компании Procter & Gamble прогноз роста прибыли на 2021 год составляет примерно 6%. Плюс 2,5% див-доходность. По компании Kimberly-Clark прогноз роста прибыли на 2021 год составляет 11% и плюс 3,5% див-доходность. То есть в отношении 2021 года компания Kimberly-Clark по прогнозам аналитиков и самой компании выглядит наиболее предпочтительней. Давайте ознакомимся с прогнозами самой компании Procter & Gamble. По данному слайду компания пишет, что совокупный рост продаж на 2021 год она скорректировала. То есть с 3-4% до 5-6% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Также компания увеличила прогноз по выкупу обыкновенных акций с диапазона от 7 до 9 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов в 2021 финансовом году. То есть это довольно-таки существенный объем инвестиций для обратного выкупа акций, 10 миллиардов долларов. По компании Kimberly-Clark в январе 2018 года компания инициировала глобальную программу реструктуризации своего бизнеса в целях повышения гибкости компании для инвестирования в ее бренды, инициативы роста и возможностей, критически важных для обеспечения будущего роста. Также компания выкупила бизнес Softex Индонезия, который ожидается увеличит продажи на 2%. Также компания согласовала сумму для обратного выкупа акций в размере 750 миллионов долларов. То есть это чуть более 10 раз меньше, чем по компании Procter & Gamble. Давайте посмотрим на статистику хедж-фондов в отношении компании Procter & Gamble. Они уменьшили свои позиции на 23 миллиона акций. По компании Kimberly-Clark хедж-фонды увеличили свои позиции на 146 тысяч акций по отношению к предыдущему кварталу. Касаемо мнения аналитиков, аналитики по обоим компаниям ожидают рост. По компании Procter & Gamble аналитики ожидают рост в размере 20% от нынешней котировки. По компании Kimberly-Clark аналитики ожидают рост в размере 13%. Теперь посмотрим на новостную ленту. Компания Procter & Gamble объявила сегодня о том, что ее совет директоров назначил Марка Аллена директором по стратегии и старшего вице-президента по стратегии и корпоративному развитию. Назначение вступает в силу 10 февраля 2021 года. Господин Аллен в нынешней должности отвечает за общую стратегию компании, включая долгосрочное планирование, глобальный бизнес и корпоративное развитие, а также стратегические инвестиции, приобретения и продажи. Господин Аллен пришел из компании Boeing. Также 9 февраля 2021 года совет директоров компании Procter & Gamble назначил Майкла Хомана старшим вице-президентом по корпоративному учету, главным бухгалтером компании. По компании Kimberly-Clark есть также новости о смене руководства. Это Джефф Милучи назначен на пост директора по трансформации, Гонсало Уриба назначен на пост президента латиноамериканского потребительского бизнеса и Серхио Круса назначен на должность финансового директора. По инсайдерской информации по компании Procter & Gamble нету покупок, есть только продажи. А вот по компании Kimberly-Clark есть покупка 3000 акций 29 октября 2020 года по цене $132. Покупал их директор Дешерт Роберт. Давайте посмотрим на график компании Procter & Gamble. В настоящее время цена акции составляет $127. Справедливую стоимость по данной компании я бы поставил $103. Наиболее лучшими точками входа я бы выделил район $93. По этим ценам компания показывала рост прибыли на акцию, такие же, которые компания планирует достигнуть по итогу 2021 года.
Какие я сделал выводы о компании Procter & Gamble? Первое, это по стоимостному показателю компания смотрится дороговато, несколько перекуплена. Второе, это компания является дивидендным королем, на протяжении 64 лет увеличивает дивидендные выплаты. Третье, на фоне назначения новых должностных лиц существует вероятность расширения и роста бизнеса, увеличения финансовых потоков. И четвертое, компания планирует и дальше придерживаться политики обратного выкупа акций на сумму 10 миллиардов долларов. Это хороший довольно-таки объем инвестиций для обратного выкупа акций. Естественно, данный показатель будет подстегивать котировки к росту. Теперь давайте посмотрим на график Kimberly-Clark. В настоящее время цена акции торгуется по цене $132. Как мы видим по графику, компания находится в нисходящем тренде. Я бы определил для себя хороший уровень входа, исходя из достигнутых ранее финансовых показателей, в районе $120. Компания в настоящее время подошла к уровню поддержки, вероятнее от которого она отпрыгнет и пойдет в сторону сопротивления в районе $144. Касаемо прогноза на 2021 год, я бы поставил $150. Какие можно сделать выводы о компании Kimberly-Clark? Первое, эта компания наращивает долговую нагрузку. Второе, динамически снижается акционерный капитал. Третье, назначение новых должностных лиц направлено на повышение операционной эффективности. Четвертое, компания планирует в 2021 году обратный выкуп своих акций на сумму $700 миллионов. Эта сумма незначительная, но она способна подстегнуть котировки для роста. Пятое, это приобретение бизнеса Softex Индонезия, который увеличит продажи на 2%. Это позитивный сигнал ввиду снижения продаж в связи с реализацией программы глобальной реструктуризации 2018 года. Ну что ж, друзья, на этом я буду завершать свой данный ролик и сравнение двух компаний. Если вам понравился данный ролик, поставьте лайк, напишите свой комментарий, какой обзор компании вы хотели бы увидеть в следующих роликах. Также не забудьте подписаться на канал. Всем удачи в инвестициях. Пока!